Переговоры США-Украина пошли уже третьи сутки. Какого компромисса добиваются? Он все-таки ее получил. Трампу дали премию мира с золотой медалью. Канада и Мексика аплодировали. Жеребьевка на чемпионат мира ФИФА. Новые правила и отзывы прессы. Трамп украл шоу. Путин в Индии обещает вечные поставки нефти. Индия обещает подумать. Годовщина свержения Башара Асада. Торжества в Сирии и подготовка заговора по возвращению Асада. Здравствуйте! Каждый день мы рассказываем о главном. Подписывайтесь на канал «Один день», чтобы ничего не пропустить. С вами я, Андрей Данилевич. Переговоры делегаций США и Украины в Майами продолжатся в субботу и таким образом продлятся уже 3 дня подряд. По данным источников, в Вашингтоне по-прежнему считают, что компромисс по территориальному вопросу остается достижимым. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Игнатов. Собеседники издания Axios утверждают, что Стив Уитков и Джаред Кушнер подробно проинформировали украинскую сторону о своей недавней встрече с Владимиром Путиным и представили новые предложения, которые, по их мнению, могли бы помочь преодолеть оставшиеся разногласия между сторонами. Президенту США Дональду Трампу вручили премию мира, но не Нобелевскую, а футбольную. Он стал первым лауреатом, учрежденной всего месяц назад, премии мира Международной федерации футбола ФИФА. О новой награде президент ФИФА Джанни Инфантино объявил 6 ноября, через несколько дней после того, как стало известно, что Дональд Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира, которую ему многие прочили, включая господина Инфантино. Голосование по выбору лауреатов не проводилось. Инфантино присудил премию Трампу своим решением, как президента ФИФА. Церемония награждения прошла во время жеребьевки финальной части чемпионата мира в Кеннеди-центре в Вашингтоне. На церемонии присутствовали также президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни. Большое спасибо. И, пожалуйста, поприветствуйте первого лауреата премии мира ФИФА, 45-го и 47-го президента США, господина Дональда Джей Трампа. Пожалуйста. Господин президент, это ваша премия мира. Также здесь есть красивая медаль, которую вы можете носить куда захотите. Я надену ее прямо сейчас. Отлично. И поэтому ФИФА, Международная федерация футбола, вручает премию мира ФИФА 2025. Футбол объединяет мир Дональду Джей Трампу, президенту США, в знак признания его исключительных и выдающихся действий по продвижению мира и единства во всем мире. Пятница, 5 декабря 2025 года. Это сертификат, он ваш. Вы определенно заслуживаете первой премии мира ФИФА за ваши действия, за то, чего вы достигли своим путем, но вы сделали это невероятным образом, и вы всегда можете рассчитывать, господин президент, на мою поддержку, на поддержку всего футбольного сообщества, чтобы помогать вам строить мир и процветание во всем мире. Большое спасибо, господин президент. Слово ваше. Большое спасибо. Это действительно одна из величайших почестей в моей жизни. И кроме наград, Джанни и я обсуждали это. Мы спасли миллионы и миллионы жизней. Конго — пример. Более 10 миллионов погибших. И была угроза потерять угрожающе быстро еще 10 миллионов. И мы смогли это предотвратить. Индия, Пакистан, многие другие войны, которые мы смогли завершить, иногда чуть раньше, чем они начались. Это огромная честь быть с Джанни. Я знаю Джанни уже долгое время. Он сделал невероятную работу. И должен сказать, вы установили новые рекорды по продаже билетов, хотя сейчас не хочу об этом говорить,
Но это потрясающая дань уважения вам и футболу, или, как мы называем, сокер. Но футбол — это удивительно. Цифры превзошли все ожидания, даже те, что Джанни считал возможными. Хочу поблагодарить мою семью, мою замечательную первую леди Меланию. Вы здесь. Спасибо большое. Думаю, вы устроите событие, которое, возможно, мир еще не видел, исходя из того энтузиазма, который я видел. Я никогда такого не видел. Мы имели замечательные отношения с Канадой, и наш премьер-министр Канады здесь, а также президент Мексики. Мы тесно сотрудничали с этими странами. И отношения были исключительными. И хочу поблагодарить вас и ваши страны. Но самое главное, я хочу поблагодарить всех. Мир теперь безопаснее. Год назад в США дела были не так хорошо. А сейчас я должен сказать, что мы самая горячая страна в мире и будем поддерживать это. Спасибо всем. Приятного вечера, Джанни. Огромная честь. Спасибо. На жеребьевке ФИФА Дональд Трамп, правда, был без медали. Вместе с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум они провели жеребьевку для команд своих стран на чемпионат мира по футболу 2026 года. Мероприятие открыл итальянский тенор Андреа Бочелли с исполнением «Несун Дорма». Жеребьевка на чемпионат будущего года проходит по новой системе, которая гарантирует, что 4 лучшие команды – Испания, действующие чемпионы Аргентина, финалисты 2022 года Франция и Англия – не встретятся до полуфинала, если выйдут из своих групп. 48 команд, включая 6 победителей еще не завершившихся плей-офф, будут распределены на 12 групп по 4 команды, что создаст гигантский календарь чемпионата из 104 матчей в 16 городах США, Канады и Мексики. Завершилось шоу живым исполнением песни YMCA группы Village People, эффектным финалом мероприятия. Напомним, именно под эту песню Трамп уже несколько лет заканчивал все свои предвыборные митинги и политические мероприятия. Экс-президент Гондураса записал видеообращение с благодарностью президенту США. Напомним, Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, осужденного в 2024 году в США за наркоторговлю и незаконный оборот оружия. Эрнандес получил 45 лет тюрьмы и отбывал наказание в тюрьме Хазлтон, Западная Вирджиния. Трамп объяснил решение тем, что, по мнению многих уважаемых им людей, Эрнандес был очень строго и несправедливо наказан. Я глубоко благодарен президенту Дональду Трампу за то, что он имел смелость защищать справедливость и сдержал свое обещание, что этого больше никогда не повторится. Огромная власть государства могла быть использована для преследования политических оппонентов. Вы изменили мою жизнь, господин президент, и я этого никогда не забуду. Сегодня я должен сказать это очень ясно. Я был жертвой заговора радикальных леваков, не только в Гондурасе, но и в других странах, а также со стороны чиновников правительства, администрации Байдена и участников глубинного государства. Судебный процесс, с которым я столкнулся, был по сути сфабрикован, построен без доказательств, на основе обвинений тех же наркоторговцев, чьи картели и сети мы разрушили. Мы все друг друга знаем. В Гондурасе мы знаем, кто есть кто служил, кто разрушал. Поэтому забывать нельзя. Не было 12 лет наркодиктатуры. Сегодня есть надежда для гондурасцев. Моя страна, моя земля решительно отвергла провалившуюся идеологию, которую продвигают радикальные леваки. Однако политические противники помилованного Эрнандеса считают, что освобождение из тюрьмы экс-президент Гондураса не заслуживал. Сколько людей погибло из-за него в США, но прежде всего в Гондурасе. В Гондурасе погибло много людей, и он не понес наказание в Гондурасе. Я считаю, что он заслуживает наказания в Гондурасе. Я не знаю, на какой срок, но наказание он заслуживает. Гондурасская система правосудия должна привлечь его к суду и наказать. Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что говорил об угрозе предательства Украины командой Трампа в телефонном разговоре с европейскими лидерами и Зеленским, как накануне сообщала пресса. Единство американцев и европейцев по украинскому вопросу имеет ключевое значение. И я повторяю снова и снова, нам нужно работать вместе. Мы приветствуем и поддерживаем мирные усилия, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки.
Соединенным Штатам Америки нужны европейцы, чтобы вести эти мирные усилия, потому что все это происходит на европейском континенте, потому что именно мы предоставляем гарантии безопасности, потому что именно мы можем обсуждать санкции, именно у нас находятся российские активы. Это лишь несколько примеров. И именно благодаря этому партнерству мы сможем быть эффективными. Поэтому никакого недоверия, напротив, сотрудничество ради Украины, международного права и нашей коллективной безопасности. Во Франции морские пехотинцы открыли огонь по неизвестным беспилотникам, появившимся над военно-морской базой Иль-Лонг, стратегическим объектом, где размещаются атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Об этом сообщило издание «Ле Фигаро» со ссылкой на источники в жандармерии. Инцидент произошел накануне 4 декабря около 19:30. По данным источников, над базой одновременно заметили 5 дронов. Подразделение морской пехоты, отвечающее за охрану периметра, несколько раз открыло предупредительный и подавляющий огонь по аппаратам. Французские власти устанавливают происхождение беспилотников и выясняют, представляли ли они угрозу стратегическому объекту. Подпишитесь, чтобы знать, как меняется мир. И помогите нам рассказывать об этом дальше на канале «Один день». Владимир Путин завершил визит в Индию. Напоследок, выступая в Нью-Дели, он предложил Индии гарантированные бесперебойные поставки топлива. Индия, один из крупнейших покупателей российского вооружения и морских поставок нефти, встречала Путина с почестями. Однако ситуация для Нью-Дели сейчас куда сложнее, чем раньше. Страна одновременно укрепляет связи с Москвой и ведет переговоры с Вашингтоном о снижении пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом из-за закупок индийской стороной российского топлива. Американские тарифы и санкции уже оказывают ощутимое давление. По оценкам аналитиков, в декабре индийский импорт российской нефти может упасть до минимальных значений за 3 года. Москва, стремясь удержать влияние и нарастить товарооборот, заявляет о планах увеличить импорт индийских товаров. Цель – вывести взаимную торговлю на $100 миллиардов к 2030 году. На этом фоне Путин подтвердил готовность обеспечить Индии непрерывные поставки топлива и раскритиковал давление США, которое, по его словам, ограничивает энергетическое сотрудничество двух стран. Наши переговоры с индийскими друзьями вчера и сегодня отличала по-настоящему открытая и конструктивная атмосфера. В принятом итоговом программном заявлении намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике и безопасности, экономике и финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Не менее важно и то, что Россия и Индия работают рука об руку в целях установления справедливого многополярного мироустройства. Но реакция Нью-Дели оказалась сдержанной. Индийские чиновники избегают прямых заявлений, балансируя между давним стратегическим партнерством с Россией и растущей зависимостью от сотрудничества с США, особенно на фоне торговых переговоров и необходимости удерживать экономику от внешних шоков. В то же время Путин и премьер-министр Нарендра Моди заявили о намерении расширять сотрудничество в оборонной сфере, совместных разработках и торговле, подтверждая, что отношения, сложившиеся за десятилетия, остаются фундаментальными для обеих стран. Но насколько далеко Индия готова идти в условиях растущего давления извне – вопрос, на который в Нью-Дели пока не готовы дать ясный ответ. Ордера на арест Владимира Путина, Марии Львовой-Беловой и других российских чиновников и военных, обвиняемых в военных преступлениях в Украине, останутся в силе даже в случае одобрения всеобщей амнистии в ходе мирных переговоров под руководством США, заявили прокуроры Международного уголовного суда. Они подчеркнули, что для приостановки ордеров, выданных судом, потребуется резолюция Совета безопасности ООН. Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и других лиц за их предполагаемую причастность к военным преступлениям во время войны России против Украины, начиная с 2022 года. Путин и уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова обвиняются в незаконной депортации сотен украинских детей. Среди других высокопоставленных российских подозреваемых Сергей Шойгу, бывший министр обороны, и начальник российского генштаба Валерий Герасимов, которых обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности за атаки на мирное население. Россия с 2016 года отвергает юрисдикцию МУС и неоднократно отрицала обвинения в военных преступлениях.
Если будет достигнуто мирное соглашение, которое приведет к тому, что Совет Безопасности попросит нас отложить расследование, то это уже политический процесс для Совета Безопасности. Но с нашей стороны мы сталкивались с ситуациями, когда мирное соглашение, наоборот, помогало в расследовании, создавая определенный период спокойствия для сбора доказательств. В конечном счете, это не останавливает процесс осуществления правосудия. Это мы наблюдали и в других случаях. Что касается процедур МУС, кроме ситуации, связанной с Советом Безопасности, мы обязаны действовать в рамках нашего устава, который не учитывает политические договоренности вне этого механизма. Мы не можем указывать национальной системе, что ей делать. Но в рамках нашей юрисдикции, которой Украина, конечно, была готова пользоваться еще до вступления, мы будем следовать нашим регламентам. Тысячи жителей Хамы вышли на улицы, чтобы отметить первую годовщину свержения режима Башара Асада. Люди несли национальные флаги, скандировали лозунги и называли произошедшее тяжело добытой победой. Хама перешла под контроль сирийских повстанцев 5 декабря 2024 года. Это стало ключевым успехом в стремительном наступлении на севере страны и нанесло решающий удар по режиму Асада. Падение Асада положило конец его более чем 20-летнему правлению и стало кульминацией многолетнего конфликта, разрушившего большую часть Сирии. Уже 8 декабря прошлого года исламистская оппозиция заявила, что полностью контролирует территорию страны. Сейчас Башар Асад проживает в Москве, куда улетел в декабре прошлого года при поддержке российских войск, расположенных на авиабазе Хмеймим. Новые власти Сирии просят его выдачи, однако Москва на это не соглашается. Тем временем агентство Reuters сообщает, что соратники бывшего президента тратят миллионы долларов в надежде поднять восстание против нынешних сирийских властей. По данным агентства, бывший глава разведки Камиль Хасан и двоюродный брат Асада Рами Махлуф спонсируют в общей сложности около 50 тысяч боевиков из числа алавитов в надежде завоевать их лояльность. Их цель – взять под контроль подземные командные пункты на побережье Сирии и тайники с оружием. При этом Хасан и Махлуф ведут свою деятельность независимо и враждуют между собой. Как пишет Reuters, новые сирийские власти осведомлены об этих планах. Для борьбы с ними они рекрутировали другого бывшего высокопоставленного военного армии Асада Халеда Аль-Ахмада. В его задачу входит убедить алавитов выстраивать отношения с новыми властями. Сам Асад, по данным агентства, в целом смирился с жизнью в Москве и не строит планов по возвращению в Сирию. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал «Один день» и не пропустите главного.